Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 30 тайн мира, которые никогда не смогут объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. В Австралии в древних отложениях обнаружили минерализовавшуюся книгу. Недавно археологи из Австралии обнаружили в древних породах странный предмет, который внешне очень похож на книгу. Исследователь древностей Томас Камински прокомментировал находку. В отложениях возрастом более 330 миллионов лет мы нашли нечто, похожее на книгу. Страницы ее успели минерализоваться, и прочитать содержимое уже никогда никому не удастся. Что касается переплета, то он был сделан из металлического сплава. Профессор археологии из Университета Западной Австралии Джейн Балм тоже высказалась относительно этой неординарной находки. Когда мне прислали фотографию, я не поверила своим глазам, но затем меня пригласили в Кейбл-Бич. На месте действительно оказался предмет, невероятно похожий на книгу. Несмотря на это, у меня возникли сомнения насчет ее возраста. Поверить в то, что кто-то мог создать ее более 300 миллионов лет назад, очень трудно. Сомнения высказали и другие исследователи. Прежде всего вызвало недоумение то, что страницы книги не истлели со временем, а минерализовались, превратившись в единый камень. Однако профессор геологии Мельбурнского университета Иэн Плимер заявил следующее: «Мы привыкли, что на поверхности под воздействием кислорода и биосферы все разлагается и превращается в ничто. Но если книгу поместить в бескислородную среду и как следует сдавить, чтобы воздействие на нее внешних сил было минимальным, то за тысячи и тем более миллионы лет она окаменеет». Сомнения по данному вопросу идут от незнания. Сам же Томас Камински считает, что книга действительно настоящая, а тот факт, что ее откопали с глубины в 12 метров, говорит о подлинности. Увы, в данном случае радиоуглеродный анализ будет бесполезен, так как вся органика превратилась в камень. Но сам факт находки может указывать на то, что артефакт действительно древний. За короткий промежуток времени бумага не может кристаллизоваться. Другое дело, что немного смущает тот факт, что книга выглядит точно так же, как современные, по формату и технологии создания. Это наталкивает на мысль, что может быть артефакт не древний, а вполне нашей эпохи. Вот только его взял с собой путешественник во времени и оставил в период, когда еще не существовало даже динозавров. Или же книга попала во временной портал. 2. Не проклятие Тутанхамона погубило археологов, а радиация. Выпущено новое научное исследование, согласно которому смерть археолога Говарда Картера, лорда Карнарвона и еще около 20 человек, связанных с раскопками гробницы Тутанхамона, не являлась действием мистического проклятия фараона. На самом деле они, скорее всего, погибли от последствий отравления радиоактивными веществами, которые были намеренно помещены в гробницу фараона перед тем, как замуровать ее. Исследователи зафиксировали высокие уровни радиации не только в гробнице Тутанхамона, но и в других гробницах, в том числе в 2 местах на плато Гиза и нескольких подземных гробницах в Саккаре. К примеру, в гробнице Осириса в Гизе интенсивная радиоактивность была связана с 2 каменными сундуками, саркофагами, сделанными из базальта. От них изнутри шел повышенный уровень радона, который является промежуточным продуктом распада урана. Повышенная концентрация газообразного радона в воздухе была также выявлена в 6 руинах Саккары, в Южной гробнице, складах пирамиды Джосера и туннелях гробницы Серапеум. Исследование связывает это с древними надписями, с предупреждением вора Макаре, которое постигнет их. В частности, в гробнице Тутанхамона была найдена табличка, которая сулила смерть каждому, кто потревожит останки, и упоминается болезнь, которую не сможет диагностировать ни один врач. Теперь ученые считают, что это была радиационная болезнь.
Но откуда взялись у древних египтян знания о радиоактивности? На этот вопрос ответа пока нет. 3. Мумия домового демонстрировалась в XIX веке в Швеции. А вы верите в домовых? Да, с наступлением эры мегаполисов как-то сгладилось в сознании людей единство с природой. Живя в больших городах, не ощущается присутствие различных сущностей, духов и так далее. Еще каких-то 50-60 лет назад большинство верило в домовых, леших и прочих персонажей фольклора. Эта вера основывалась на пережитом опыте, и поэтому у многих не возникало даже сомнений в их существовании. Сейчас действительно все изменилось. Из-за того, что сельское хозяйство уступает место технологиям и люди отдаляются от матушки природы, все реже происходят встречи с теми, кого принято считать сказочными персонажами. А между тем в XIX веке на границе Швеции и Финляндии в одном из поселений произошло очень необычное явление. Мужчина обнаружил рядом с сараем небольшого человечка. Тот выглядел как старик в поношенных одеждах, только очень скромного роста. Существо уже не подавало признаков жизни, крошечный мужичок окоченел. Занеся его в дом, Ян Петр, будучи врачом, произвел осмотр тела. Как оказалось, это не было чьей-то шуткой, старик действительно когда-то был живым. Перед шведом находилось настоящее тело миниатюрного создания мужского пола. Доктор был так удивлен, что отнес странную находку коллегам. Вместе они тщательно осмотрели тело и обнаружили ушиб в области головы. Вероятнее всего, его кто-то ударил или что-то упало на голову. Потеряв сознание, существо упало посреди зимы во дворе и замерзло насмерть. Случилось это зимой 1864 года, о чем Ян Петр сообщил в письме своему сыну. К сожалению, приехать в тот год к отцу не удалось. Встреча состоялась лишь в 1866 году. К тому моменту доктор своими руками смастерил короб с запирающимся на ключ замком и решил сохранить труп. Он посчитал, что это был домовой, и поэтому не решился выбросить его из дома. Вспоминая эту историю много лет позже, сын Яна Петера показывал небольшой ящик, внутри которого лежала мумия небольшого старика. В 1906 году ее в последний раз демонстрировали на публике как доказательство существования домовых. Осталась одна единственная фотография с этой демонстрации. Но какова дальнейшая судьба короба и мумии, неизвестно. Вот только в 1908 году дом полностью сгорел. Местные жители считали, что это произошло из-за того, что сын доктора захоронил тело домового, и сооружение осталось без своего духа-покровителя, пусть и не живого. 4. Окаменевшие гиганты. Есть множество мифов о существовании великанов, которые обратились в камень, рассказанных людьми на разных континентах. Исследователи со всего мира делятся фотографиями скал странной формы и сравнивают их с людьми или животными. Существует теория, что когда-то на Земле обитали формы жизни, во много раз превышающие нынешние, но погибшие в загадочной катастрофе и окаменевшие. Говорят, что мы до сих пор можем узнать их останки в окружающем ландшафте. 5. Загадочная статуя найдена в Мексике 20 мая 2024 года в службу 911 города Акапулько, Мексика. Поступил звонок от дорожных рабочих, которые расчищали дренажный канал. Дело в том, что рабочие обнаружили в грязи на дне канала большую каменную статую с изображением странного существа с человеческим черепом в руке, у которого были большие миндалевидные глаза, как у инопланетян. Фото этой находки быстро попали в местные соцсети и тут же стали вирусными, а слухи о том, что нашли доказательства контактов древних индейцев с внеземными существами, стали плодиться как грибы после дождя. Статую доставили в местный институт антропологии, чтобы они изучили ее и определили, древняя ли она и к какой из культур относится. Через несколько дней исследователи заявили, что статуя вырезана из вулканического туфа и на ней, вероятно, изображен пернатый змей.
Также они заявили, что этот артефакт выходит за рамки доиспанского контекста, и потому статуя не может считаться археологическим культурным наследием, так как не соответствует необходимым критериям. Это довольно туманное объяснение и непонятно, были ли попытки датировать статую по всем правилам науки или выводы ученых были основаны лишь на догмах вроде «пришельцев не существует», поэтому данный предмет – подделка. На основании всего этого мексиканские журналисты посчитали, что загадочная находка, вероятнее всего, представляет собой современную поделку на тему древнего инопланетного контакта. Таких скульптур, подражающих стилю доколумбовых культур Мезоамерики, в самом деле создается очень много, и их в изобилии продают в магазинах для туристов. Правда, в основном такие фальшивки сделаны из гипса, а не реального камня, так что, кто знает, может быть, это в самом деле был настоящий артефакт древних индейцев. Где же сейчас находится эта статуя, в СМИ не указано, но вероятнее всего осталась в Институте антропологии. 6. На пляж в Малайзии выбросило загадочное морское существо. 7 апреля 2024 года на пляже возле города Лунду в Малайзии местные жители обнаружили выброшенный на берег, разложившийся труп загадочного морского существа. Пока что ученые не знают точно, что за загадочный разложившийся труп был выброшен на пляж в Малайзии, но одна из версий, что это останки кита. Находка привлекла огромное количество местных жителей, которые решили посмотреть на неопознанное существо, ведь в этом районе на берег очень редко выбрасывают трупы морских млекопитающих. 7. Рани-Ки-Вав. Структура Рани-Ки-Вав в Индии сегодня напоминает убежище судного дня, которое богатая элита построила под землей. Возможно, в прошлом произошли катастрофические события, которые вынудили людей жить под землей. 8. В Адриатическом море заметили сразу 4 сельдяных королей. Как сообщил Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии, 3 рыб этого редкого вида обнаружили мертвыми на берегу Адриатического моря. Еще одна особь, находящаяся в личиночной стадии, оказалась жива из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей, которых иногда называют рыбами апокалипсиса или рыбами судного дня, связывают с грядущими природными катастрофами, такими как цунами или землетрясениями. 9. Мичиганский фермер нашел останки мамонта на своем поле. Во время очередного рабочего дня Джеймс Бристли из Мичигана заметил на своем поле нечто необычное. Из земли торчала палка, которую он сразу не смог опознать. Решив проверить находку, фермер начал аккуратно раскапывать землю лопатой, однако по мере работы он понял, что предмет уходит глубоко под землю. С каждым слоем грунта Джеймс все больше убеждался, что перед ним не простая палка, а что-то гораздо более крупное. Поняв, что без тяжелой техники не обойтись, он вспомнил об экскаваторе, который недавно арендовал для других работ на ферме, и решил использовать его. Когда ковш экскаватора углубился в землю, на поверхность показались огромные изогнутые бивни. Джеймс осознал, что обнаружил нечто древнее и ценное, останки доисторического животного. Вскоре он окончательно убедился, что перед ним части скелета мамонта, который мог пролежать под землей тысячи лет. Понимая важность находки, Джеймс остановил все работы и сразу связался с местным университетом, чтобы сообщить об открытии. На следующий день на его ферму прибыли археологи, которые с особой осторожностью приступили к раскопкам, изучая каждый фрагмент грунта вокруг бивней и других частей скелета. Специалисты предположили, что мамонт мог угодить в естественную ловушку более 15 тысяч лет назад. Археологам удалось извлечь более 70% скелета, не повредив при этом ни одного важного элемента, что стало большим успехом для научного сообщества. Однако, как оказалось, это привело к спору между Джеймсом и учеными. Согласно местному законодательству, землевладелец имеет право собственности на любые находки на своей территории. Джеймс, учитывая историческую ценность останков, решил оставить их себе.
Теперь часть скелета мамонта выставлена в небольшом магазине рядом с фермой. Эта уникальная экспозиция привлекает множество посетителей из окрестных городов, и интерес к древним останкам сделал бизнес Джеймса намного прибыльнее. Благодаря необычной находке и истории, связанной с мамонтом, его овощная ферма превратилась в местную достопримечательность, которая приносит неплохой дополнительный доход. 10. Секрет строительства собора Нотр-Дам. Столетиями ученые не могли подробно изучить собор Нотр-Дам в Париже. После знаменитого пожара исследователям открылись новые тайны строения. В 2019 году в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. Для многих это была трагедия, но ученые смогли найти плюсы в случившемся. Они получили доступ к изучению архитектуры здания. Одна из находок археологов удивила ученых. Речь идет о технологии строительства. При исследовании обнаружилось, что каменные блоки были скреплены железными скобами, словно бумага, которую соединили степлером. Историков поразило то, что в 1160-х годах тогда началось строительство собора. Подобную технику строительства никогда не встречали. Простыми словами, Нотр-Дам-де-Пари – первое в мире здание, которое построили с использованием, так сказать, железного скелета. Ученые отмечают, что эти металлические скобы позволили создать более устойчивую конструкцию, а также обеспечили надежность арок возле двух башен-близнецов высотой 69 метров. И без этой технологии людям тех лет не удалось бы построить такое большое сооружение. 11. На дне Тихого океана обнаружены следы гигантского существа. На дне Тихого океана подводный робот обнаружил на глубине 4 километров ряд гигантских загадочных следов, которые невозможно объяснить геологическими процессами. По этой причине морские биологи теперь предполагают, что следы оставлены неизвестным и очень крупным живым организмом. Проблема лишь в том, что ни одно из известных морских животных не подходит на эту роль. Как сообщили ученые из команды Лик Марш из Национального океанографического центра Университета Саутгемптона, эти следы находятся в Тихом океане между Мексикой и Гавайями. Исследовательский робот обнаружил более 3500 следов на дне океана. Они достигают 2,5 метра в длину и оставили углубление около 15 сантиметров в глубину. Возможно, изначально следы были больше и глубже, но стали меньше под воздействием течений и ила на морском дне. Исследователи надеются, что будущее изучение этой аномалии поможет выяснить, кто оставил эти следы, а возможно, будет обнаружено и само существо. 12. В центре Млечного Пути обнаружен таинственный объект. Астрономы, работающие в комплексе радиотелескопов ETCM Large Million Meter Array в Чили, обнаружили в центре нашей галактики Млечный Путь странный объект, который не подходит под любые определения. Было обнаружено, что объект излучает микроволны и движется со скоростью около 112 тысяч миль в час. Он получил название G0,2467 0,727. Астрономы рассмотрели разнообразные версии того, чем может быть этот объект, от черной дыры и коллапсирующего облака до эволюционировавшей звезды, но характеристики ни одной из версий не подпадали под характеристики этого таинственного объекта. В целом оказалось, что ни один тип известных астрономических тел не подходит для идентификации обнаруженного объекта. 13. МРО НАСА сфотографировал загадочный объект, врезавшийся в поверхность Марса. Марсианский разведывательный орбитальный аппарат проделал невероятную работу с момента прибытия на орбиту Марса. Одно из самых интересных изображений, сделанных МРО, оставило некоторые вопросы без ответов. По мнению специалистов, считается, что загадочный объект упал на поверхность Марса где-то между февралем 2012 года и июнем 2014 года, что доказывается другим снимком, на котором снята местность до и после появления объекта.
Официального мнения о том, что это, до сих пор нет. Известно лишь, что к земным космическим аппаратам никакое отношение не имеет. Это изображение считается многими уфологами и охотниками за НЛО как одно из лучших доказательств присутствия и активной деятельности внеземных существ в Солнечной системе. 14. На Сахалинском побережье обнаружили останки загадочного существа. На Сахалине на побережье Александровска-Сахалинского обнаружили останки загадочного существа. По размеру животного понятно, что это была взрослая особь, которая успела достичь длины несколько метров. Снимки распространились по социальным сетям и приковывают к себе внимание людей. Кто-то сравнивает останки с драконом, другие вообще не понимают, кого прибило к Сахалинскому берегу. 15. В новгородских лесах в земле нашли остов древнего судна размером с авианосец. В густых лесах Новгородской области группа туристов случайно наткнулась на корпус древнего судна. Первоначально они подумали, что это маленький торговый корабль. Однако прибывшие археологи после тщательных раскопок сделали удивительное открытие. Они обнаружили 300-летний гигантский корабль, сопоставимый по размеру с современным авианосцем. Эксперты быстро определили, что найденное судно является одной из самых больших белян в истории. Беляны – это уникальные корабли, которые строились специально для транспортировки древесины по рекам. Бревна обрабатывались на доски, брусья и шпалы, а сам корпус корабля загружался древесиной в несколько ярусов. По мере сплава вниз по реке древесина продавалась, и в конечном итоге от корабля ничего не оставалось. Размеры белян могли достигать 120 метров в длину и 40 метров в ширину. Однако найденная беляна поражает своими масштабами. Ее длина составляет 180 метров, что делает ее сравнимой с современными авианосцами. Исследователи предполагают, что на этот корабль могли напасть ушкуйники, речные пираты средневековой Руси. Строительная артель, вероятно, была вынуждена бросить судно и разбежаться по лесам. Однако ушкуйники не смогли воспользоваться своей добычей. Управление беляной без паруса и специальных навыков практически невозможно. Оставленная беляна застряла на мели, и за несколько веков ее полностью поглотил растущий лес по берегам реки. Вокруг уникального судна продолжаются археологические раскопки. 16. Врата Эрлика – загадочный мегалит Алтая. На вершине Семинского перевала между 580 и 581 километром Чуйского тракта находится дверь, за которой, по легендам, находится загробный мир. Кто и когда построил этот мегалит, неизвестно. Местные называют его Врата Эрлика, владыки загробного мира тюркской и монгольской мифологии, и вокруг него собралось много легенд. Одна из них гласит, что таких врат по всей земле тысячи, и когда ночь опускается на города, Эрлик-хан выходит из загробного мира, чтобы забрать людские души и утащить их с собой. Врата и правда выглядят слегка устрашающе, ведь никто не знает, откуда появилась эта дверь, но не похоже, чтобы это было чудом природы. Ровно вырубленный проход в скале вряд ли мог появиться вследствие каких-то природных катаклизмов. Некоторые говорят, что если пройтись зажигалкой по створкам двери, то в некоторых местах пламя затягивает внутрь. 17. Они говорят, если слушать странные открытия Константина Раудева, желанием заглянуть за грань, понять, куда уходят и больше не возвращаются, горели многие энтузиасты. И находили для этого разные способы. Идеей исследовать голоса мертвых Константин Раудев загорелся после того, как ему попалась книга «Голоса Вселенной» шведского кинодокументалиста Фридриха Юргенсена. В 1959 году швед собирал материал для фильма и отправился за город, чтобы записать голоса певчих птиц. После прослушивания ему кое-что показалось странным, звуки которых на записи не должно было быть. Среди мелодичных трелей он различил тихий шепот: «Ты меня слышишь?».
За тобой наблюдают. Сначала Юргенсен списал все на неисправность магнитофона. Но прослушав запись на другом аппарате, получил тот же результат. И мужчину осенило. В шепоте он узнал голос своей матери, которая скончалась несколько лет назад. Запись полностью перевернула представление мужчины о мире. И он стал делать все новые и новые, пытаясь отыскать доказательства жизни после смерти. Конечно, исследователь не сразу пришел к выводу, что голоса, обращавшиеся к нему на разных языках, принадлежат мертвецам. Он считал, что это волны с каких-то радиостанций. Но все более или менее реалистичные объяснения не находили подтверждений. И Фридрих пришел к выводу, что это все же послание из загробного мира. Перед публикацией выводов в форме книги исследователь несколько лет посвятил этому вопросу. Главным заключением стал тот факт, что все обращения предельно лаконичные, короткие и сдержанные. Словно говорящим запрещено было сказать больше. Смерти нет. После прочтения книги писатель и психолог Константин Раудев познакомился с Юргенсеном и подробно расспросил его о методике записи, чтобы лично убедиться в ее эффективности. Первые попытки оказались безрезультатными. Но Раудев не сдавался. И в итоге смог записать короткую фразу «Иди спать, Маргарет». Дальше дело пошло не просто успешно, а практически семимильными шагами. В копилке исследователя уже были сотни расшифрованных фраз, среди которых «ты мертв, а мы живы», «ты слушаешь массу мертвых», «мертвые живы, Константин, здесь нет смерти». «Мир – это смерть». Ученому удалось записать и голос покойной матери, обратившейся к нему, используя известное только им двоим детское прозвище Константина. Результаты и успехи Раудев описал в книге «Прорыв», посвященной феномену загробных голосов. Хотя в работе были приведены далеко не все записи, она получила огромный резонанс. Естественно, результаты подверглись критике со стороны научного сообщества. Критики посчитали голоса случайными записями телевизионных и радиопередач. Резонансный эксперимент и его результаты. В марте 1971 года группа ученых решила повторить эксперимент и сделать запись голосов Раудева в студии на профессиональном звукозаписывающем оборудовании, чтобы исключить подделку и перекрыть любое попадание случайных волн. К настройке оборудования Раудева не допустили. Ему разрешено было только подавать команды в микрофон. Запись велась в течение 18 минут. И за это время никто из присутствовавших не слышал никаких посторонних звуков. Но после прослушивания оказалось, что на пленку записались десятки сообщений. Некоторые из них звучали настолько четко и ясно, что даже не нуждались в усилении. Руководитель группы ошеломленно сказал, что с точки зрения электроники это просто невозможно. Голоса Раудева отличаются от обычной речи высотой, глубиной, силой, тембром, нестандартным ритмом и специфическими модуляциями. Сам исследователь объяснил это следующим образом. Конструкция фразы подчинена законам, коренным образом, отличным от правил обычной речи. И хотя голоса, кажется, говорят так же, как и мы, анатомия их речевого аппарата должна отличаться от нашей. Тот факт, что голоса слышны, и мы можем понять речь, хотя иногда с трудом, подтверждает их физическое, независимое существование. Никаких источников воздействия на магнитную ленту эксперты не обнаружили. Правда, эксперимент показал, что голоса записываются только в том случае, если в помещении есть люди. В связи с чем некоторые ученые склоняются к тому, что записываются мысли живых, а не послания мертвых. А вы допускаете, что на записях Раудева действительно голоса жителей загробного мира, а не случайные волны? 18. Левитация Левенштейна – продуманный ход или банальный несчастный случай. Таинственных историй внезапного и необъяснимого исчезновения людей много. Но эту можно назвать самым загадочным происшествием начала прошлого века. На тот момент шел 1928 год. Этот человек считался третьим в мире по уровню благосостояния.
Альфред Левинштейн поднялся на борт своего самолета 4 июля. Примерно на середине полета мужчина отлучился в туалет. Чтобы никогда больше не вернуться, господин Левинштейн к своим 50 годам заработал репутацию честного бизнесмена. Его даже почтительно именовали бельгийским крезом. Никаких разборок, никаких теневых схем. И на пике процветания он сумел сколотить состояние порядка 12 миллионов фунтов. В современном эквиваленте что-то около 740 миллионов. Благосостояние позволяло поддерживать соответствующий уровень жизни. Поэтому перелеты на Фоккер F-7 были для предпринимателя обычным делом. В тот день он возвращался домой в Лондон из Брюсселя, куда летал по делам бизнеса. Стояла отличная погода. В полете бизнесмена сопровождали 2 помощника и камердинер. В кабине находились 2 пилота, впоследствии секретари, и прояснили картину происшествия. Примерно в районе Ла-Манша босс встал и направился в туалет. Когда с момента ухода прошло полчаса, работники начали беспокоиться. Вдруг что-то произошло, сердечный приступ или травма. Камердинер Фред отправился удостовериться, все ли нормально с шефом. И к своему ужасу и удивлению обнаружил кабинку пустой. Пилот совершил экстренную посадку, посадив самолет прямо на пляже в Дюнкерке, куда уже прибыли местные правоохранители. Начались масштабные поиски. И спустя 2 недели на побережье отыскали тело. Мужчина был одет в похожую одежду. Из-за длительного пребывания в воде точно опознать труп было проблематично. Но после недолгого обсуждения его признали Левинштейном. Официальная версия расследования гласит, что мужчина просто перепутал двери и выпал. Но дело в том, что открытие люка производится наружу. И под сильным давлением сделать это очень трудно, почти что нереально. Плюс к этому остальные пассажиры не могли не ощутить изменения давления после открытия люка. Современные исследователи пришли к выводу, что исчезновение подстроил сам магнат. И тому есть косвенные подтверждения. Незадолго до исчезновения Альфред перевел большую часть своих активов в наличные. И установить их местонахождение полицейским не удалось. А уж подстроить нахождение подходящего трупа в похожей одежде для человека с такими ресурсами было делом техники. Что именно произошло в тот день? Точно так и не удалось установить. Энтузиасты пытаются разгадать загадку, но за давностью лет сделать это очень сложно. И хотя в фамилии этого неординарного человека есть слово «Стейн», очень маловероятно, что ее обладатель пошел камнем на дно. Скорее всего, наоборот, воспарил и исчез в неизвестном направлении. Только остается загадкой, как ему это удалось. 19. Доппельгангер школьной учительницы. История призрачного двойника Эмили Сейджи, которая так и не получила опровержения. Слово «доппельгангер» произошло от немецкого «двойник», а дословно «приходящий дважды». Но милая особа, о которой идет речь в этой истории, своего рода многостаночница. Этот случай в 1860 году описал в книге «Шаги на границе другого мира». Известный общественный и политический деятель Роберт Дейл Оуэн, во второй половине жизни активно увлекавшийся спиритизмом и всем, что с ним связано. Других подтверждений, как и опровержений, нет. Историю ему рассказала Джулия фон Гюльденштуббе, аристократка, некогда обучавшаяся в элитной школе Пеншенет ван Нуэлк, расположенной на территории современной Латвии. Несмотря на снобизм и высокомерие, царящие в среде элиты, эту учительницу, 32-летнюю Эмили Сейджи, ученики любили. Пользовалась молодая женщина уважением и среди коллег благодаря терпению, сдержанности, доброте и очевидному педагогическому таланту. Дети стали замечать, что с Эмили происходят странные вещи. На расстоянии нескольких метров от учительницы появлялся ее призрачный двойник и полностью повторял ее движения, поправлял волосы, писал на доске, смотрел в окно. Директор школы мистер Бах был озадачен лавиной жалоб на призрачного близнеца мисс Сейджи.
Сначала глава учебного заведения не обратил на них внимания. Потом счел приступом массовой истерии. Ведь девчонки во все времена девчонки, вне зависимости от богатства и знатности. Что примечательно, ни сама Эмили, ни коллеги двойника не видели. Только ученицы. Однажды факт присутствия доппельгангера подтвердили сразу 42 ученицы, весь класс, присутствовавший на уроке рукоделия. Учительница дала девочкам задание и вышла в сад сорвать цветов для букета. Воспитанницы с открытыми ртами застыли, наблюдая, как полупрозрачный двойник мисс Сейджи возник в классе, сел в кресло и спокойно наблюдал из окна за оригиналом, срезающим цветы. Началась паника. Впечатлительные школьницы с криками и слезами стали покидать классную комнату. Но нашлись и смелые девочки, которые рискнули подойти и коснуться женщины в кресле. Рука прошла через тело, как через туман или воздух. Существо было бесплотным. Но при этом слабое сопротивление они ощутили. Словно это было касание пуха или паутины. Когда Эмили вошла в класс, призрак растворился. Панику уже целого класса, переполошенных девочек, директор проигнорировать не смог. Тем более, что родители грозили забрать дочерей из призрачной школы. А это грозило финансовым крахом. Ему пришлось уволить Эмили. К слову, выяснилось, что заведение стало 19-м местом работы за последние 14 лет. Если учесть положительные характеристики детей и коллег, то маловероятно, что женщина меняла работу чуть ли не каждый год по причине некомпетентности или непрофессионализма. Вероятно, сама она своего близнеца действительно не видела, но дети явно видели. И это их очень пугало. Если абстрагироваться от чертовщины, то такая способность очень облегчила бы жизнь современным педагогам. Ведь как здорово выйти из кабинета и передохнуть, попив чаю или просто посидеть 5 минут в бездействии. Тогда как за порядком присматривает твой двойник. После увольнения следы Эмили затерялись. Что касается доппельгангера, то его считали темной стороной человеческой личности и предвестником скорой смерти. Хотя в случае с Сейджи она спокойно существовала с иллюзией самой себя столько лет и умирать не собиралась. 20. Парень нашел на помойке чемодан безумца, и никто не может объяснить содержимое. Пользователь Reddit рассказал об этой необычной находке своего друга в надежде, что кто-нибудь поможет им разобраться с содержимым. А разбираться есть в чем. Чемодан, судя по всему, принадлежал классическому безумному изобретателю, одержимому пришельцами, библейскими ангелами и различными паранормальными явлениями. Друг автора поста нашел большой деревянный чемодан в мусорном баке рядом с домом. Поколебавшись, парень все же забрал находку домой и приступил к вскрытию замка. Внутри его ждали рисунки, чертежи, таблицы, записи, карты и личные вещи. Судя по всему, предыдущего владельца чемодана очень интересовала тема пришельцев из других миров. В записях встречались библейские цитаты, а также информация о других мирах и встречах с пришельцами. В чемодане также были замысловатые чертежи и заявки на получение патента. Этот патент датируется 1939 годом и не был зарегистрирован в патентном ведомстве США, но изобретение описано невероятно подробно. С появлением карт начинаются странности. Конкретно это просто иллюстрирует маршруты самолетов. Однако большинство карт были нарисованы вручную, и на многих есть точка с отверстием в центре, как будто они все каким-то образом связаны. Еще одна улика в этом странном деле. Может, предыдущий владелец служил во Второй мировой? А вот где дело принимает уж совсем странный оборот. Кажется, предыдущий владелец увидел что-то в Тампе, Флорида, в 1977 году, что изменило его навсегда. Это, судя по всему, набросок того, что он тогда увидел. Видел ли он этих существ сам или зарисовал их, основываясь на своих исследованиях разных источников?
А к этому непонятному рисунку даже прилагалось объяснение. Правда, ситуация от этого понятнее не стала. Экспериментальная геометрическая схема, разработанная в попытке определить некую возможную математическую интерполяцию, существующую в узоре, идущем сюда с другой стороны. Например, можно заметить, что некоторые соединяющие линии пересекаются в точках, совпадающих с пересечениями линий основного узора с квадратами. Снова наброски загадочных существ. Поезд будущего? Судя по всему, в иллюстрациях переплетены библейские и инопланетные мотивы. Детали некоторых из чертежей для патента. Похоже, это усовершенствованные колеса поезда, которые он видел и нарисовал. Ничего не понятно, но очень интересно. 21. Детки в клетке. Нечто напугало детей до безумия, и их пришлось изолировать от общества. Любопытство губит не только кошек, но и людей. Чаще детей, которым свойственно интересоваться всем таинственным и запретным, не зная при этом о свойственных для взрослых ограничителях. Кларенсу и Чарльзу Легар в 1906 году на момент развития событий было 9 и 7 лет. Мальчики росли в обычной семье в Балтиморе и любили, как и многие шалуны их возраста, лезть туда, куда не следует. Тем более, что по соседству имелось такое местечко, дом Болдуина, где, по многочисленным свидетельствам, обитали призраки. Некоторые видели в мрачных темных окнах мельтешащие огоньки. Другие слышали стоны. А какому-то прохожему показалось, что в окне стояло существо, похожее на человека, но жутко деформированное. Не исключено, что в заброшенном особняке поселился какой-нибудь несчастный нищий калека, больной или пострадавший в пожаре. Но истории о призраках всегда гораздо привлекательнее. И братья с приятелями решили отправиться на разведку. По словам соседа, ставшего очевидцем проделки, обернувшейся трагедией, через несколько минут после того, как мальчики скрылись в доме, случилось следующее. Через несколько мгновений дети выбежали из дома с диким и испуганным видом, они были немыми, и на их лицах было странное, жуткое выражение, какое бывает у идиотов и сумасшедших. Это было в их глазах, и они издавали странные гортанные звуки, хотя оба не могли произнести ни слова. Остальные мальчишки разбежались. А Чарли и Кларенс побрели домой шаркающей походкой. Создавалось ощущение, что это были шарнирные куклы. При виде сыновей мать чуть не лишилась чувств. Мальчики не оправились от шока и на следующий день. Родители вызвали доктора, который предположил, что состояние обусловлено сильным испугом. Шло время, женщина водила детей к разным специалистам. Но назначения и рекомендации не помогали. В результате младший сын превратился в агрессивного помешанного, который ломал и крушил все, что попадалось на пути. Старший все время старался сбежать в тот самый дом, словно его что-то притягивало. Потом к нему присоединился и брат. Родители переехали, стремясь обезопасить детей и убрать из зоны видимости странный дом. Власти во избежание причинения увечий другим детям распорядились обнести их коттедж колючей проволокой. На время это помогло, а потом помешанные организовали подкоп. Чтобы не допустить побега, родителям пришлось прикрепить к лодыжкам детей тяжелые металлические шары, какие носили узники. Но действие это не возымело, мальчики научились избавляться от оков. Остался последний способ – клетка. Ее изготовили из колючей проволоки и поставили на заднем дворе. Клетка стала их постоянным местом жительства. Чарли, младший, проявлял особую агрессию и швырял комьями земли и камнями в прохожих. Иногда забирался, как обезьяна, на самый верх клетки, разрывая одежду и раня себя до крови, некоторое время висел там,
Потом спускался и играл с братом, окончательно превратившимся в мычащего и пускающего слюни идиота. Случай получил общественную огласку. Им заинтересовались власти. Но в итоге пришли к выводу, что в местных приютах не было надлежащих условий для содержания агрессивных детей, демонстрирующих деструктивное поведение. Посадить в тюрьму, за решетку их, понятно, никто не имел права. Мать, как и большинство свидетелей этой истории, верила, что дети стали одержимы после вылазки в дом Болдуина. Там в них вселились некие злые сущности. Конечно, в версию с призраками и духами верили не все. Дотошные исследователи выяснили следующее. Спустя год Марта Легар развелась с мужем Чарльзом и добилась опеки над 4 общими детьми. Причиной расторжения брака стала агрессия и насилие со стороны мужчины. Чарли был художником и работал с токсичными красками, в состав которых тогда входили мышьяк, свинец и другие вредные компоненты. В результате постоянного взаимодействия у мужчины могла развиться энцефалопатия, дистрофическое поражение мозговой ткани распространенного характера в результате воздействия различных факторов, инфекций, расстройств в обмене веществ, интоксикаций. Симптоматика отравления – это как раз те признаки, что демонстрировали братья: агрессия, гнев, провалы в памяти, потеря когнитивных функций и ряд других. Получается, что дети отравились. Но почему симптомы проявились резко после посещения дома с призраками? Крайне редко, но такое тоже может случиться. Резкий отек мозга при остром отравлении мышьяком или свинцом. А внутри дома Болдуина, надо полагать, этого добра было немало. Токсичные металлы могли содержаться во всем, начиная с картин и заканчивая мебельной обивкой. Через пару лет Марта снова вышла замуж и переехала с супругом в Туусон. Следы одержимых мальчиков затерялись, и больше о них не слышали. Возможно, симптомы отравления ослабели, и они смогли вести относительно нормальную жизнь. Но нельзя исключать, что подросших парней просто сбагрили в какую-то психиатрическую лечебницу, где они и окончили свои дни. 22. Клоун из Сандауна, пришелец, робот или мутант. Эта история, произошедшая в далеком 1973 году с 2 детьми, которые отдыхали с родителями на острове Уайт в небольшом городе Сандаун, так и не получила точного логического объяснения. Никого из свидетелей уже не осталось в живых. А любители паранормальных явлений настаивают, что имел место контакт с представителем другого мира. Дети, 7-летний мальчик и девочка, играли в окрестностях озера Коммон и услышали странный пронзительный звук. Ребята поспешили к его источнику. Когда переходили по деревянному мосту небольшой ручей, то из-под него высунулась рука, затянутая в перчатку синего цвета. У ее обладателя было только 3 пальца, которыми он и поманил к себе удивленных детей. Впоследствии они описали это существо следующим образом. Оно было большого роста, выше 2 метров, и не имело шеи, так что казалось, что его голова сидит прямо на плечах. На нем была остроконечная шляпа, которая переходила в красный воротник рваной зеленой туники. К верхней части шляпы крепилось что-то вроде круглой черной ручки, а по бокам шляпы находились 2 палочки-антенны. На лице была треугольная отметина на том месте, где должны были быть глаза, вместо носа – коричневый квадрат, а губы – желтые и неподвижные. На белоснежных щеках тоже были геометрические отметины, а прядь рыжих волос падала на лоб из-под шляпы. На рукавах и штанах внизу торчали рюши. Впрочем, друзья не испугались, поскольку существо вело себя доброжелательно, признаков агрессии не проявляло. Потом незнакомец прыгнул в ручей, выскочил и скрылся в расположенном неподалеку здании, напоминавшем хозпостройку. «Кто ты, Сэм?» Приятели собрались уходить, когда создание появилось на пороге сарая с какой-то штуковиной, напоминавшей по виду микрофон. Именно его звук, похожий на сирену, и привлек внимание детей.
Незнакомец извлек из кармана записную книжку и, медленно шевеля пальцами, написал на странице: «Привет, я Сэм». Дети поняли, что он представился. Потом девочка спросила, человек ли он, поскольку даже для неискушенного детского взгляда выглядел Сэм странно. На что тот ответил, причем не шевеля губами, что нет, не человек, а нечто иное. И что в этом мире есть и другие такие создания, нехорошие, которые могут его обидеть. Новый приятель пригласил детей в свое убежище, которое оказалось двухъярусным. Верхний этаж был оклеен сине-зелеными обоями и разрисован узорами, имитирующими циферблат. Там имелась скромная меблировка и стоял обогреватель. Сэм, по-прежнему не шевеля губами, поведал, что раньше жил в секретном лагере, а теперь обитает здесь. Ест лесные ягоды и пьет воду из ручья. Мутант, биоробот, гуманоид, дети проговорили с Сэмом еще минут 30 и вернулись к родителям. По дороге они встретили садовника, который обрабатывал поле для гольфа, и рассказали о странном приятеле. Мужчина посмеялся, понимая, как любят фантазировать дети. Друзья поняли, что им не поверили. И не стали рассказывать о существе родителям. Только через несколько недель, когда семья уже вернулась домой, девочка поведала им о клоуне, живущем в железном домике, питающемся ягодами и разговаривающем, не разжимая губ. Сначала мать и отец не восприняли всерьез рассказ дочери. Но потом мужчина задумался над тем, что девочка была слишком мала, чтобы выдумать историю, изобилующую массой подробностей и детальных описаний. Он вернулся на курорт, обошел окрестности, поговорил с возможными очевидцами. Но никаких следов странного Сэма или его убежища не обнаружил. История получила огласку, когда отец девочки связался с редакцией журнала Британской ассоциации исследователей НЛО. В 1978 году ее напечатали. Свидетели событий, к сожалению, не прольют свет на эту загадочную историю. Оба ушли из жизни в начале нулевых, хотя им не исполнилось еще и 40 лет. Вплоть до своей кончины они настаивали, что история правдивая, и искренне верили во встречу с загадочным Сэмом. Уфологи предполагают, что создание могло быть биороботом, которого изготовили в рамках секретных разработок ученые, либо его прислали пришельцы. 23. Парящий человек – феномен Дэниеля Хьюма. На протяжении всей истории существования человечества люди стремились туда, куда доступ для них был закрыт, в небо, и некоторым это почти удавалось. В далеком 1868 году в доме лорда Эдера творился хаос. Известный медиум того времени Дэниэль Данглас Хьюм давал сеанс настоящего полета. Погрузившись в состояние транса, мужчина несколько раз вылетал из одного окна и плавно нырял в другое. Имелись сотни случаев свободного перемещения уникума по воздуху в присутствии свидетелей. К тому же мистер Хьюм обладал и другими талантами, делал невесомыми разные вещи и предметы, заставляя их парить в воздухе. Почти на 30 сантиметров удлинял собственное тело, безболезненно держал над пламенем руки и даже голову. А еще вызывал духов, но этим в Лондоне баловался чуть ли не каждый второй. Хьюм был персоной бесприютной, своего угла не имел и прохаживался в основном по домам состоятельных граждан. Общался со знаменитостями и даже коронованными особами. Первый случай перемещения по воздуху вопреки законам науки стал случайностью. 19-летний юноша завис на небольшом расстоянии от пола, а затем рывкообразными движениями переместился почти под потолок комнаты. В 1871 году Хьюм прошел одно из самых серьезных испытаний, которое организовал известный разоблачитель медиумов и ученый Уильям Крукс. Он заставил Дэниеля поиграть на аккордеоне, запертом в железной клетке. Тот справился с заданием. Затем последовал знаменитый опыт с раскаленными углями, которые медиум зажал в кулаке, но на ладони не было ни малейшего следа от ожога. Постепенно он смог улучшить технику, сделав левитацию плавной и превратив ее в свободный полет.
Хьюм, паря, не всегда находился в состоянии транса и мог контролировать свои ощущения и описывать их. Однажды в 1874 году он продемонстрировал свои способности в присутствии знаменитого русского химика Бутлерова, писателя Аксакова, математика Чебышева и других ученых и заставил зависнуть в воздухе колокольчик. Из записей очевидца: он дрожал всем телом от противоборствующих чувств страха и радости, что заставляло его говорить голосом, который прерывался. Несколько раз он так взмывал в небо, пока в третий раз не оказался поднят к потолку, с которым его руки и ноги мягко соприкоснулись. Понятно, что недоброжелателей при таких способностях у уникума было предостаточно. Но ни один из обвинявших Хьюма в мошенничестве не смог доказать этот факт. Католическая церковь посчитала Дэниеля магом. Причиной отлучения, по всей вероятности, стали все же способности медиума. Поскольку в истории католичества есть масса святых, обладавших способностью левитировать. Один из ярчайших примеров – монах-францисканец Иосиф Капертинский. Живший в XII веке мужчина во время вознесения молитв зависал в воздухе на глазах у многочисленных прихожан. Примечательно, что в католичестве этот святой считается покровителем космонавтов. Еще один яркий пример левитации – йоги, которые, пребывая в позе лотоса, могут совершать прыжки в высоту до полуметра и в длину до 2 метров. Этот факт наталкивает на мысль о существовании предлевитации, состояния, в котором вес человеческого тела стремится к нулевому значению. В Средневековье обладающих такими способностями людей слуги Господни убирали с радаров и сжигали на кострах, обвиняя в колдовстве и ведьмовстве. А заодно и тех, кого просто оговорили. Сохранилось судебное решение, вынесенное в 1728 году сразу нескольким жителям города Сигет в Венгрии. Левитирующих граждан, коих было несколько, взвесили. Что показало поразительные результаты: вес взрослого человека составлял 20-30 граммов. Мистика мистикой, но этот феномен неоднократно пытались объяснить из позиции науки. Так академик Анатолий Ахатрин, занимавшийся помимо прочего изучением физики необъяснимых явлений, пришел к выводу, что левитацию обуславливает временная потеря веса. Ее вызывает временное удаление из объекта микролептонного газа. Совместно с коллегами он сконструировал генераторы микролептонных волн и временно лишал веса предметы до 20 килограммов. А ижевский ученый Валентин Широносов в рамках проведения опытов по исследованию пандеромоторного эффекта подобрал электромагнитные поля таким образом, что они ослабляли гравитацию взаимодействующих с ними объектов. В лабораторной установке в воздух медленно всплывал карандаш, а затем другие предметы. Что касается Хьюма, то после подтверждения его способностей разными независимыми экспертами он удалился от дел, написал о своем удивительном опыте книгу и скончался в 1886 году, оставшись единственным в истории медиумом, мошенничество которого так и не смогли доказать. А вы допускаете существование таких явлений, как левитация и предлевитация? 24. Тайны Северного полюса, которые никогда не будут разгаданы. Северный полюс – одно из самых загадочных мест на Земле. Белоснежные льды, глубокие пропасти и кристально чистые озера скрывают в себе множество тайн, которые до сих пор не могут быть разгаданы. Некоторые из этих тайн вызывают жуткие ощущения и страх перед неизвестным. Сегодня мы расскажем о тайнах Северного полюса, которые никогда не будут разгаданы. Странные дыры. Арктика – это удивительное место, которое находится под наблюдением ученых, поскольку климат и ландшафт здесь быстро меняются. Ледники тают, что приводит к появлению загадочных дыр во льду. На фотографиях, опубликованных НАСА, эти дыры выглядят как пятна на поверхности льда. Ученые считают, что быстрое таяние ледников может быть одной из причин образования этих отверстий, но точного ответа пока нет.
Несмотря на интересные догадки, общественность не может точно сказать, что изображено на фотографиях, и только дальнейшие исследования могут дать ответ на эту загадку. Молнии. Молнии – это явление, которое происходит в атмосфере в результате нестабильности, когда теплый влажный воздух сталкивается с холодным сухим воздухом. Однако в некоторых частях света, в том числе в районах близ Северного полюса, молнии встречаются гораздо реже, поскольку там обычно отсутствует теплый воздух. Поэтому, когда на расстоянии 500 километров от Северного полюса было зафиксировано множество ударов молний, ученые были поражены этим явлением. Возможно, это связано с изменением климата в Арктике, что вызвало необычное появление молний, однако точная причина остается загадкой. Это лишь еще один пример того, что в Арктике происходит много необычного, и что изменения в климате могут привести к неожиданным последствиям. Чудовище озера Илиамна. Озеро Илиамна – крупное озеро, расположенное в северных отрогах Алеутского хребта в штате Аляска, США. Оно является самым большим озером в штате и третьим по величине в США. Местные жители рассказывают истории о предполагаемом озерном чудовище, которое некоторые считают недокументированной популяцией белого осетра, самой северной на планете. Есть также догадки о том, что это может быть тихоокеанская полярная акула. В 2012 году на YouTube было опубликовано видео, на котором была показана маленькая полярная акула в озере Илиамна, что подтвердило эту догадку. В 2017 году газета Anchorage Daily News объявила приз в размере $100 000 тому, кто предоставит неопровержимые доказательства существования чудовищ. Загадочные острова. В 2021 году команда исследователей обнаружила небольшой каменистый остров у северного побережья Гренландии, который ранее не был известен на картах. Этот остров был претендентом на звание самого северного участка суши на Земле. Однако в этом регионе уже несколько десятилетий происходят загадочные явления. Несколько небольших островов появлялись в северной части мыса Морис-Джессуп, а затем просто исчезали. Некоторые ученые полагают, что это могут быть скалистые берега, которые появляются на поверхности из-за льда, но никто не может точно определить, откуда они возникают и куда исчезают. Полет Ливаневского. 12 августа 1937 года самолет ДБА с экипажем из 6 человек под командованием капитана Ливаневского начал свой дальний полет из Москвы в США через Северный полюс. Радиосвязь с экипажем прервалась на следующий день, 13 августа, в 17 часов 58 минут по московскому времени после пролета над Северным полюсом, когда самолет столкнулся с неблагоприятными погодными условиями и у него отказал правый двигатель. Советское правительство дважды финансировало поиски пропавшего самолета в 1937 и 1938 годах. Самолеты закупались в США, а поиски проходили под командованием пилота-канадца, который внес значительный вклад в освоение Антарктиды, Герберта Холлика Киньона. В поисках также участвовал американский авиатор и испытатель самолетов Джимми Маттерн, прилетевший на самолете Lockheed модель 12 из Калифорнии. Когда-то Ливаневский спас его самого. После безуспешных попыток все члены экипажа были признаны пропавшими без вести. Треугольник Аляски. Наверняка вы слышали о Бермудском треугольнике, у нас на канале даже есть отдельное видео о нем. Но слышали ли вы когда-нибудь об Аляскинском? Это настолько интересное явление, что канал Travel Channel даже снял об этом телесериал, в котором эксперты и очевидцы пытаются раскрыть тайны Аляскинского треугольника. В этом отдаленном районе происходят похищения инопланетянами, здесь наблюдали снежного человека и паранормальные явления, а еще тут исчезали самолеты. В общем, Аляскинский треугольник очень похож на Бермудский, но здесь больше гор и больше безумия.
Треугольник составляют 3 города: на юге Анкоридж, на юго-востоке Джуна и на севере Уткиагвик, ранее Барроу. Внутри треугольника располагаются суровые и непроходимые места, как почти на всей Аляске. Это невероятно обширное пространство лесов, скалистых горных вершин, альпийских озер и дикой природы. Неудивительно, что люди здесь пропадают без вести. Но удивляет их огромное количество. С 1988 года в этом районе пропало более 16 тысяч человек, включая пассажиров самолетов, местных жителей и туристов. Число пропавших без вести на 1000 человек в этой местности более чем в 2 раза превышает средний показатель по стране, а число людей, которых так и не нашли, еще выше. Цифры не лгут, и они указывают на то, что здесь происходит что-то странное и необычное, а люди не просто теряются в горах. Исчезновение Хейла Бокса. В 1972 году на моторном самолете Cessna 310 отправились в полет конгрессмен от штата Луизиана Хейл Бокс, конгрессмен от Аляски Ник Бэггидж и его 37-летний помощник Рассел Браун, а также пилот Дон Джонс. Путешествие на Аляску было связано с предстоящими выборами. Все 4 исчезли на пути между городами Анкоридж и Джуна. После исчезновения началась крупнейшая на тот момент поисково-спасательная операция в истории США. В ней приняли участие 40 военных и 50 гражданских самолетов. Площадь поисков составила 842 тысячи квадратных километров, было затрачено более 3600 часов. Через 39 дней поиски были прекращены. Ничего не удалось найти. После этого случая Конгресс принял закон, предписывающий установку аварийных приводных передатчиков на всех гражданских самолетах США. С тех пор возникло множество теорий по поводу обстоятельств исчезновения Хейла. 25. Странная история венесуэльской семьи. По горячим следам в этой странной истории не смогли разобраться. А уж за давностью лет теперь это сделать тем более трудно, но все же любители паранормальных явлений продолжают пытаться разобраться в том, что случилось обычным осенним днем 1886 года недалеко от большого венесуэльского города Маракайбо. Отчет о событиях опубликовали представители американского консульства в стране в декабре того же года. Поселение накрыла вспышка яркого света, которой сопровождалась монотонным гулом непонятной природы. Неясное явление нанесло вред здоровью большого числа людей, но больше всего пострадала одна семья, попавшая в эпицентр. Все 9 человек получили ожоги и оказались облучены. По рассказам пострадавших, их разбудил ночью громкий гул, после чего все затопил яркий ослепительный свет. Семейство было набожным и посчитало, что нагрянул конец света. Мужчины и женщины упали на колени и стали молиться. Но возносить молитвы высшим силам не вышло, все почувствовали себя плохо, началась рвота, а на коже стали разрастаться язвы и появляться ожоги. Примерно через неделю на телах несчастных стали открываться крупные язвы. Затем выпали волосы. По описаниям создавалось ощущение, что семья попала в эпицентр взрыва атомной бомбы. Но до изобретения этого устройства оставались еще десятилетия. Что примечательно, соседи-очевидцы только слышали шум. Света никто не заметил, что значит, что действие луча было направленным именно на один дом. Точнее, утлую лачушку. Дом остался невредим. Деревья, окружавшие строение, через некоторое время погибли. Конечно, все очень похоже на ядерный удар. Но ведь на дворе стоял еще только 1886 год. И пострадали бы многие, а не одна единственная семья. Возможно, строение оказалось в зоне направленного действия НЛО. Но точного объяснения никто так и не нашел. Как считаете, что это могло быть? А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления.
Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Ларс Порсина – этрусский правитель или инопланетянин. Даже среди странных сооружений древности эта архитектурная конструкция занимает особое место. В гробнице этрусского короля Ларса Порсины даже лишенный воображения и фантазии человек опознает космический корабль, расположенный на вершине 5 пирамидальных обелисков. Правил Порсина в конце VI века до нашей эры в городе Клузий, а место последнего упокоения правителя поражает фундаментальностью. Сохранились исторические записи, по которым можно понять, что гробница была на 60 метров выше Великой пирамиды, высота которой 140 метров. Находилось это величественное сооружение на территории современной Италии в юго-восточной части Тосканы. Римский автор Марк Варон описал сооружение со ссылкой на Плиния Старшего следующим образом. Порсина был похоронен под городом Клузиум на том месте, где он построил квадратный памятник из обработанных камней. Каждая сторона была 90 метров в длину и 15 метров в высоту, а под основанием находился неразрывный лабиринт, в который, если кто-нибудь войдет без малейшего намека на нитку, он никогда не сможет найти выхода. Над этим квадратным зданием возвышаются 5 пирамид, по одной в каждом углу и одна в центре. 22 метра в ширину у основания и 44 метра высотой. Эти пирамиды настолько сужаются по форме, что на вершине всех их вместе поддерживается медный шар, а на нем снова петасус, от которых на цепях подвешены колокольчики. Они издают звенящий звук, когда их раздувает ветер, как это было в былые времена в Додоне. На этом глобусе есть еще 4 пирамиды, каждая по 30 метров высотой, а над ними возвышается площадка, на которой находятся еще 5 пирамид. Судя по описанию, гробница действительно могла бы занять достойное место в перечне чудес света. Почему могла? Поскольку она, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Фундаментальный объект мог быть разрушен одновременно с самим городом. И сделал это римский военачальник Луций Корнелий Сулла. О причинах поступка ничего не известно по причине давности лет. Вторая возможная причина – как раз пресловутый неформат. Слишком уж не соответствовало сооружение существовавшим стандартам. А все, что выходит за общепринятые рамки, всегда пугает людей. Некоторые исследователи, к примеру, Анджело Картеновис, живший в XVIII веке, выдвигали и довольно абсурдные теории. В частности о том, что мавзолей был опасным оружием и мог искусственным путем создавать молнии. По этой причине его и могли стереть с лица земли, а лабиринт под зданием, может, существует и по сей день, ожидая, когда энтузиасты отыщут его под километровым слоем почвы и дерзнут войти, чтобы познать секреты древних подземелий. 27. Замороженная загадка ледяного Октавиуса. Часть команды, часть корабля. Так скандировали персонажи пиратов Карибского моря, которых проклятие обрекло вечно скитаться среди океанских просторов. Не живыми и не мертвыми, между тем, как в истории есть реальный, а не вымышленный пример такого жуткого единения. Речь об Октавиусе, корабле, который 14 лет бороздил море с мертвым экипажем на борту. Судно обнаружили китобои Геральда в 1775 году у берегов Гренландии.
На сигналы люди не реагировали, но при этом шхуна шла под всеми парусами. Когда капитан Геральда через подзорную трубу попытался осмотреть внимательнее, что происходит на странном корабле, то чуть не отдал Богу душу. Шхуна издавала равномерное яркое свечение. Сильное и слепящее. Да не призрак ли это? Вместе с 7 матросами он решил отправиться на разведку. И увиденное повергло морских волков, видавших за время сложной работы всякое, в шок. Вся команда оказалась замороженной, скованной ледяной коркой. Но люди не выглядели застигнутыми врасплох. Не было следов боя или паники. Словно они занимались обычными делами, а потом вдруг осели и упали, не сумев противостоять смертельной ледяной силе. Капитан обнаружился в каюте за столом, склонившийся над судовым журналом. Последняя запись в нем была датирована 11 ноября 1762 года. То есть с момента исчезновения прошло более 13 лет. Мертвецы под парусами. Более детальное изучение судового журнала показало, что Октавиус находился максимально близко к началу так называемого проклятого пути или северо-западного морского прохода, маршрута, по которому можно было пересечь Северный Ледовитый океан и попасть из Атлантического в Тихий. Максимально удобный и короткий маршрут для сокращения времени доставки грузов искали давно. И по всему выходило, что Октавиус это сделал. Но только уже без участия людей. Собственно, смерть от холода в океане не такая редкость. Но чтобы одномоментно, спокойно, всем и сразу, это удивительно. В истории упоминается еще один аналогичный случай с судном Глориана, встречу с которым описал капитан Уорренс в 1828 году. Матросы Геральда покинули корабль мертвецов. А когда через несколько недель на место с указанными координатами прибыло другое судно, чтобы отбуксировать Октавиус к берегу, то люди не обнаружили никаких признаков корабля. Затонул? Ушел дальше бороздить безжизненные морские просторы со своей не знающей покоя командой? Теперь уже никто не скажет. 28. Отражающая смерть, зеркало убийцы Луярпа. Зеркала во многих культурах считаются мистическими предметами, порталами в иные и далеко не самые дружественные миры. Связано с этим обычным предметом, в котором мы не один раз в день видим свое отражение, и множество примет. Типа 7 лет несчастий, которые грозят разбившему зеркало, или необходимости завешивать раму, когда в доме покойник. А некоторые зеркала вошли в историю и прославились в весьма специфическом ключе, как, например, изделие знаменитого парижского мастера Луярпа. В народе поговаривали, что он знается с нечистой силой и увлекается алхимией. Но к зеркальщику не привязывались, поскольку он водил дружбу с небезызвестной мадам Помпадур. Слава о виртуозе гремела далеко за пределами Парижа. Вероятно, Арпа действительно был талантом. Но до наших дней дошла единственная его работа 1743 года. Зеркало вставлено в раму из ценной породы дерева, покрытую позолотой. Верхнюю часть украшают фигуры дующих в трубы ангелов. А внизу имеется клеймо Луярпа, 1743 год. Первым подтвержденным владельцем изящной вещицы считается банкир Киракос Ганзакици. Он решил преподнести зеркало в подарок сестре. Но именинница не дождалась ни брата, ни подарка. Киракос погрузил презент в карету и выдвинулся на торжество. Спустя несколько часов, так и не дождавшись мужчину, родственники отправились на поиски. Нашли карету с зеркалом, но ни Киракоса, ни слуг, ни кучера обнаружить не удалось. Они пропали бесследно. Поглощены отражающей поверхностью. Следующую хозяйку создания Арпа не поглотила, а убила. Ну как убила, поспособствовала. Очередной зафиксированной жертвой стала некая молодая особа по имени Лаура Ноэль, которой зеркало преподнесли на 23-летие в 1853 году. Барышня обрадовалась, начала вертеться перед рамой, прихорашиваясь.
и вдруг упала замертво, сердечный приступ. С этого момента опасная штуковина выбрала для отправки на тот свет именно этот метод. Еще одна примечательная история с творением зеркальных дел мастера описана в книге «Загадка виллы де Форнароли». Сам маркиз Форнароли до ее выхода не дожил, но историю с его слов записала сестра. Супруги приобрели в 30-х роскошный особняк в предместьях Парижа и нашпиговали его всяческими предметами старины и прочим антиквариатом. Зеркальце очень даже вписалось в интерьер, и хозяйка понравившуюся вещицу расположила над своим туалетным столиком. В 1943 году в доме семейства организовали ужин, на котором присутствовали видные немецкие офицеры. Маркиза поднялась наверх припудрить носик перед кульминацией приема фейерверком, но не вернулась. В комнате ее супруг не обнаружил. Слуги в один голос твердили, что маркиза не выходила. Заинтересованные немцы подключились к поискам. На столике лежала расческа, открытая пудреница и помада. На полу валялось порванное ожерелье и одинокая туфелька. И никаких следов их владелицы. Только царапина на зеркале. После долгих раздумий маркиз пришел к выводу, что жену сожрало это самое зеркало. Аналогичных случаев история насчитывает еще более 3 десятков. В общем, каждый можно объяснить с позиции логики. Банкир наворотил дел и сбежал, чтобы не платить по счетам. У девы Ноэль мог быть порок сердца, которое не выдержало при виде какой-нибудь мелькнувшей тени или шмыгнувшей мышки. А Форнароли могла не поддерживать политических взглядов мужа, тесно дружившего с нацистами. Сговориться с кем-то из слуг и покинуть особняк, оставив такой легкий мистический перформанс. Что касается других смертей, то их могло вызывать зеркало. Но тоже по банальной причине из-за амальгамы на ртути, которая, как известно, не самым благоприятным образом сказывается на здоровье. При регулярном использовании зеркала потихоньку шло отравление организма. Обострялись хронические болезни, и хозяин отбывал в лучший мир. После гибели очередного владельца в 1997 году творение французского зеркальщика осело на складе вещественных доказательств, откуда благополучно исчезло в неизвестном направлении. Информация просочилась в СМИ и власти, заботясь о жизни и здоровье граждан, даже преступников. Объявили они самой доброй славе изделия и порекомендовали воришкам или новым владельцам не использовать его по назначению, а лучше вернуть в полицию. Желающих не нашлось. Следы зеркала затерялись. И как знать, может, оно висит в соседнем доме и ждет своего часа, чтобы продолжить свою тихую, всасывающую, растворяющую охоту. 29. Мистика и тайны религий, загадки тумана. Согласно науке, туман – это обыкновенное атмосферное явление, периодически происходящее из-за определенных погодных условий. Но многие считают иначе. Туман привлекает своей загадочностью и скрытностью. Белая пелена, в которой ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, одновременно пугает и в то же время умиляет. Он разделяет пространство и время, в нем можно увидеть много чего интересного и паранормального. О туманах рассказывают легенды, связанные с путешествиями во времени и порталами в другие миры. Туманные призраки Ла-Муссары. Ла-Муссары – это загадочная местность, которая находится в Испании. Там произошло много необъяснимых происшествий. Эту территорию давно покинули местные жители по непонятным причинам. Говорят, призраки, выходящие из тумана, сильно пугали местное население. Согласно официальным данным, Ла-Муссары прекратила свое существование 10 января 1960 года. Эту деревню посетила масса туристов. В том числе там была и российская туристка. Вот как она описала свои впечатления. Мне и раньше приходилось сталкиваться с густыми туманами, которые можно периодически наблюдать по всей России. Но туманы Ла-Муссары особенные. Они стелятся плотной белой пеленой, постепенно охватывая территорию, скрывая ее.
По внешнему виду туманы напоминали некую жидкую субстанцию, к которой совершенно не хотелось приближаться. Местные жители рассказывали различные мистические легенды, связанные с туманами Ламуссары. В одной из таких легенд говорилось, что в определенное время суток из тумана появляется процессия монахов в древних одеяниях, лица которых скрыты огромными капюшонами так, что нереально их разглядеть. Во главе монашеского хода всегда находился статный монах, в руках которого многие замечали большое распятие. Монахи медлительно проходили по дорогам, не обращая внимания ни на что происходящее вокруг. В определенный момент они резко исчезали в тумане так же неожиданно, как и появлялись. Те, кто рассказывал вышеописанную легенду, в конце всегда говорили, что ни в коем случае не рекомендуется контактировать с данными монахами, иначе верная смерть. Мои друзья, рискнувшие остаться недалеко от Ламуссары с ночевкой, рассказывали наутро, что ночью чувствовали себя крайне некомфортно. Иногда у них кружилась голова. Также они ощущали постоянную слабость и упадок сил. Потерянные в петле времени. Некоторые туристы, которые решили отправиться в Ламуссары, чтобы собственными глазами увидеть этот таинственный туман. И они в прямом смысле терялись во временных петлях. Например, был случай. Один турист заблудился в тумане. Ему казалось, что прошло всего лишь пару часов. Но на деле его искали более 10 часов. Есть версия, что туман Ламуссары является временным или пространственным порталом, с помощью которого можно перемещаться в прошлое или будущее. Голосов овраг в Москве. На окраине Москвы можно наткнуться на Голосов овраг. Это весьма мистическое и загадочное место. Страшным данное место стало после того, как историки отыскали в архивных библиотеках документ, датированный 1620 годом. В нем говорилось о зеленоватом тумане, периодически появляющемся в этой местности. Этот туман вплотную подошел к воротам царского дворца, и из него вышел небольшой отряд татар на лошадях с древней амуницией и в аналогичной одежде. Этих всадников моментально схватили и доставили в темницу, где их и допросили. Оказалось, что они принадлежали хану Девлет-Гирею, который нападал на столицу 50 лет назад. Что было дальше, рукопись умалчивает. В Голосовом овраге иногда пропадали жители близлежащих деревень. Есть архивы полицейского управления Московской губернии, которые это подтверждают. Особенно интересным является случай двух крестьян, Бочкарева и Кузьмина. Эти мужики пропали в 1810 году неизвестным образом, а вернулись они лишь через 20 лет. Крестьяне рассказывали, что они возвращались домой из соседней деревни, и их накрыл густой туман. Они решили сократить путь через овраг. На пути появился светящийся коридор, и два крестьянина решили по нему пройтись. Там к ним вышли обросшие люди, которые сказали, что они попали в иной мир, и им будет довольно трудно из него выбраться. Но странные люди пообещали им помочь, после чего на двух мужиков снова спустился густой туман. Бочкарев и Кузьмин вернулись в родную деревню и очень сильно удивились. Оказалось, что их не было около 20 лет. Они увидели своих постаревших жен, которые уже давно считали их умершими. Эти явления случаются часто в мире, но ученые до сих пор не могут это объяснить. Известно только одно, что на территориях, где расположен Голосов овраг и Ламуссары, были зафиксированы значимые разломы в земной коре, излучающие мощные выбросы энергетического характера. Это свойственно большинству аномальных зон. 30. Говорящая с призраками, медсестра переквалифицировалась в экстрасенса, но стоит ли ей верить? Миловидная женщина средних лет ничем особым не выделяется на фоне других. Тогда как многодетная мать и квалифицированный медицинский работник утверждает, что обладает особым даром, она видит призраков. Многие медики, которым довелось поработать в хосписах, домах пожилого человека или реанимации, а также в морге, могут рассказать пару историй о необъяснимых явлениях, случившихся с ними на работе.
Ведь такие места, пропитанные болью, страданием и смертью, обладают особой энергетикой. А еще больше предпочитают молчать о странностях или не замечать их. Салли замечала за собой необычные способности видеть размытые и прозрачные фигуры с юных лет. Но списывала видение на подростковую впечатлительность и предпочитала не углубляться в это. Тем более, что в жизнь девушки вскоре после получения диплома медсестры пришла любовь. Салли вышла замуж, в семье один за другим родилось 3 детей. Впрочем, семейная жизнь не задалась, и в 40 лет женщина развелась с мужем, уйдя в свободное плавание. Чтобы прокормить детей и себя, она возобновила профессиональную деятельность. Дипломированную медсестру без проблем взяли в университетскую клинику Люйхайма. Тогда-то и начались странности. Уже в первый рабочий день Кадмор увидела растерянный призрак молодой девушки, скончавшейся пару часов назад. Она подошла к Салли и спросила, что ей делать. Но медсестра потеряла дар речи от шока. Ведь как медик она не могла допустить самой возможности существования всего этого потустороннего мира. Женщина работала в реанимационном отделении и заметила, что ощущает признаки ухудшения состояния пациента и моменты, когда людям особенно остро необходима помощь. Еще она стала видеть ауры. У разных людей они тоже разные. Но если в ореоле появляется красный или черный цвет, то это значит, что дни человека сочтены. Случалось так, что пациент ощущал улучшение самочувствия и прилив сил. Но Салли понимала, что это только короткий миг, который послан для того, чтобы проститься с родными. Самым сложным стало видеть, как умирают дети. Женщина заметила, что когда из жизни уходят взрослые, то это происходит в одиночестве. А к детям приходит какая-то странная сущность. Однажды я вошла в палату к своей маленькой пациентке и увидела, как над ней склонилась темная фигура без четких очертаний. Кажется, у нее было много рук и ног. Оно обняло ребенка, и в этот миг аура вокруг девочки исчезла. Потом фигура просто поплыла сквозь стену. Я думаю, что это была смерть. Эта сцена стала для нее точкой невозврата. Она поняла, что не сможет дальше работать в медицине. Ведь фактически в большинстве случаев не спасала жизни, а лишь оттягивала неизбежное, и Кадмор решила переквалифицироваться в экстрасенсы. Надо сказать, вполне успешно, поскольку довольно скоро стала известной медийной личностью и наработала свою обширную клиентуру. Салли даже помогла полиции в поисках пожилой женщины. Старушка с деменцией ушла из дома и пропала. Экстрасенс смогла установить с ней связь и даже указала на карте дом, в котором находилась пропавшая. У женщины есть свои почитатели. И хейтеров тоже немало, ведь мир потустороннего – явление очень спорное. И этим пользуется масса мошенников, играющих на чувствах доверчивых и зачастую деморализованных или раздавленных горем людей. А вы верите в дар Кадмор? Или она тоже просто талантливая мошенница, обладающая лишь хорошим знанием психологии? На этом я бы хотел закончить это видео с 30 тайнами мира, которые никогда не смогут объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Экспонаты, ставшие гордостью музея проклятых артефактов и паранормальных явлений. Где лучше всего смотрится листва? На дереве. А ужасный клоун, черное зеркало или пугающая кукла? В Музее паранормальных явлений и оккультизма, в передвижной экспозиции, которую придумали и начали собирать любители всякой неопознанной и сверхъестественной жути. Супруги Дана и Грег Ньюкирк масса всяких странных и мистических штуковин. В отличие от классических музеев и выставок, их даже можно трогать. Правда, очередь желающих не выстраивается, все же в людях силен страх перед всем неизведанным, таинственным и темным. Фигурку из дерева грубой работы в горах Кацкилла нашли путешественники. И зачем-то прихватили с собой.
Их не смутил вид статуэтки, в глаза которой были вколочены гвозди, да еще и с петлей вокруг шеи. Вот только вскоре у любителей экстрима появились коллективные галлюцинации, тень старухи в их домах, запах затхлой воды и грязные отпечатки ног. Решив не испытывать судьбу, ребята спихнули деревянную старушку в музей. Черное зеркало, которое бывший владелец зачем-то прикупил по случаю на ярмарке, якобы демонстрировало ему всякие ужасы. По его словам, оно словно открывало портал в мир потаенных кошмаров. Посетители музея, рискнувшие заглянуть в темные глубины, говорят, что видят собственные отражения, но в глубокой старости, которые демонстрируют свои эмоции. На первый взгляд, это обычная старинная кукла, которая хранилась в семье несколько поколений. Судя по хорошей сохранности, ею никто не играл. А владельцы рассказали, что их всегда тревожил слишком уж пристальный взгляд безобидной игрушки. Куколку зовут Руби, но ей больше подойдет имечко «Тоска зеленая». Ведь каждый, кто к ней прикасается, незамедлительно попадает в болото депрессивных мыслей. Бывшие владельцы считают, что проклятием Руби обязана их дальней родственнице, девушке, которая скончалась молодой и держала в момент смерти в руках эту куклу. Картина выглядит обычно и в общем даже симпатично. Но хозяин, спихнувший полотно Ньюкирком, заявил, что у него слишком уж самолюбивый характер. Картина мало того, что постоянно падала, так еще как-то ухитрялась способствовать полету тех, что висели рядом. Игрушечный гробик со скелетом из папье-маше – не детская забава. Некогда он использовался при проведении тайным обществом своих ритуалов. У артефакта имеется название «привратник», а использование реликвии делает человека посредником между миром мертвых и живых. Нужно лишь взять ее в руки. Но, опять же, желающих на выставке обычно не находится. Люди перестраховываются, просто на всякий случай. Чаша для подаяний – настоящий обезьяний череп, покрытый позолотой. Житель Чикаго, передавший в музей этот экспонат, рассказал, что для привлечения семейной удачи его дед, так сказать, кормил череп настоящей кровью. Ибо в обратном случае обиженный и голодный артефакт мог и отомстить. После смерти деда семья единодушно решила обходиться с привлечением удачи своими силами без помощи кровавых чаш. Обычная вышитая картина с изображением забавного клоуна. Студенты из Майами купили ее, чтобы украсить комнату. Но скоро ребята стали страдать от сонного паралича, во время которого им мерещился странный тип с собачьими глазами. Как только они поделились друг с другом и выяснили, что глюки у них одинаковые, то сразу сбагрили смайли, как они назвали этого персонажа, в музей супругов Ньюкирк. А вы верите в то, что обычные вещи могут обладать негативной энергетикой и творить зло? Вот такими у нас получились 30 тайн мира, которые никогда не смогут объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.